Всем добрый день. Я уже выложил первое видео про то, как я пытаюсь приземлить ракету с управлением вектора в центре дома. Скоро будет доступно новое видео. А сегодня я попытаюсь на 3D принтере по-быстрому распечатать базуку Шварценеггера из фильма «Терминатор» или из какого-то другого фильма. Вот так базука выглядела в фильме. И также в одной из моих игр Minimal Man тоже использовалась такая базука. Одно из самых эффективных оружий было. И сейчас мы посмотрим, как выглядит 3D модель. Так, 3D модель выглядит вот так. Выглядит довольно пугающе. Похоже на настоящее оружие, поэтому я должен предупредить, что, естественно, это не базука, хоть и очень похоже на базуку, я не собираюсь оружием заниматься. Мы вот зайдем на Википедию и посмотрим определение, что такое базука. И тут можно увидеть, что базука — это американское название ручного противотанкового гранатомета. Иногда базукой называют любой гранатомет. Так, как видим, тут у нас нет никаких гранат. То есть это не гранатомет, но и по определению это не базука. И, назовем то, что я сегодня буду делать, например, портативный космодром для запуска модельных ракет. Модельные ракеты у нас запускают на День города. Ну и в Советском Союзе школьники запускали ракеты с твердотельными двигателями. Вот так выглядит этот двигатель, у которого примерно 2 килограмма тяги. Заранее предупреждаю, что не нужно повторять это дома, такие установки. Я делаю это исключительно в образовательных целях. И еще раз повторяю, естественно, это не базука, а просто установка портативная для запуска модельных ракет. Итак, начнем. Для этого проекта я, как обычно, буду использовать свой любимый микроконтроллер Arduino Nano со встроенным Bluetooth модулем. И на YouTube мы уже можем увидеть, как американские блогеры делают подобные установки. Но я буду использовать удаленный запуск, потому что так безопасней. И буду делать все из обычных сантехнических труб метровых. Распечатал на 3D принтере ручку для нашей установки. Получилась довольно массивной. Вот так она выглядит. Первая версия фиксатора для сантехнических труб выглядела довольно тонкой. Она состояла из разделяемых ячеек, но тут как бы 2 мм всего толщина. Ну и вот прижимается болтами. Явно этого как бы не хватит. И мне пришлось распечатать более надежную версию. 4 мм пластика. Ну и здесь болтами также прижимается. Попробую установить эту ручку с сантехническим трубом. Прицепить. Так. Тут используем тактику, поднимаем по одной трубе. Еще один фиксатор. Так, и вот так выглядит наша установка. Ну как я круто стою. Достаточно. Ну все, продолжаем сборку. Теперь будем делать ракету.
Возможно, кто-то слышал про криптовалюту Тон от Павла Дурова, от которой он отказался, и которая находится еще в бета-версии. И вот я скачал бета-версию этого кошелька, и в конкурсе выиграл около 10 тысяч настоящих кристаллов. На этот кошелек я перевел 1 кристалл, вот он дошел с комиссии. Возможно, они уже как-то переименовали эти кристаллы, граммы. Но я запишу отдельное видео подробнее про эту криптовалюту. И по идее в этом кошельке можно их майнить. И вот план такой, что если у меня получится немного смайнить дополнительных кристаллов, возможно, среди подписчиков и тех, кто подпишется на мой инстаграм, ссылку на инстаграм я оставлю в описании, я буду разыгрывать эти кристаллы. Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь. Ну а мы продолжаем. Распечатал головки для наших ракет модельных и нижнюю часть. Вот попробовал сначала метровую стянуть, но она, похоже, слишком длинная. Придется, видимо, распилить пополам. Так. Ну, по крайней мере, она подходит. Разрезал пополам алюминиевые трубки. Теперь их длина составляет 50 сантиметров. Я надеюсь, этого хватит. Ну и сейчас я по-быстрому соберу все 4 ракеты обычной отверткой. Сначала зафиксируем верхнюю часть ракеты. Теперь попробуем вставить нижнюю. Фиксируем твердотельный двигатель. Сильно прижимать его пока не буду, он в принципе довольно плотно сидит. Так выглядит первая наша модельная ракета для той установки, которую мы называем не базука. Ну и сейчас по-быстрому остальные ракеты я тоже соединю. Все 4 ракеты готовы, 3 получились полуметровыми и 1 метровая. Попробуем вставить ее в установку еще раз. Так, выбираем резинку. И вот внутренняя резинка белая не дает ракете выпасть. Ну а сама вот эта черная резинка, она идеально фиксирует ракету в заданном месте. Попробуем ставить остальные ракеты. Так, наша установка готова.
Осталось подключить и настроить микроконтроллер, чем я сейчас и займусь. Посмотрим 3D-модель для держателя микроконтроллера Arduino и для держателя аккумулятора. Аккумулятор будет вставляться вот в это отверстие. Буду использовать обычный аккумулятор 18650. Вот я уже засунул аккумулятор в эту коробочку. Прикручиваю болтами. Аккумулятор довольно небезопасный способ. Я так делать не советую. И вообще я, конечно, не советую такое делать. Закрутим крышку аккумулятора. Надеюсь, я его не раздавлю. Обычно, когда фиксируют аккумуляторы, используют пружиночки. Но у нас здесь пружинок нету. Просто есть два болта. Проверим, заряжен ли аккумулятор. 4 вольта. Теперь прикручиваем крепление для микроконтроллера. Так, это у нас вверх. Я использую плату расширения для микроконтроллера, чтобы провода можно было прикручивать и не паять. В принципе, можно обойтись и без этого держателя. Тогда, в принципе, конструкция будет легче. Естественно, я сделал мобильное приложение, которое называется Базука. Вот так выглядит интерфейс. 4 кнопки с запуском и 1 кнопка стоп. Запускаем приложение. Как видим, появилась обратная связь с базукой, которая является не базукой, естественно. И нам приходит температура комнаты 29 градусов. И с датчика влажность 52%. Получается, от аккумулятора я подсоединил напрямую к плате плюс и минус, а с другой стороны на 4 цифровых пина прикрепил провода и черный провод. Это земля. Попробуем подключить к вольтметру. Так, показывает 0 вольт. Но если нажмем на Launch 1, 3,2. Нажимаем стоп. И напряжение исчезает. И также в приложении виден лог. Это результат команды, которая уже приходит с микроконтроллера. Так, пробуем еще раз. Launch 1. Напряжение появляется. Стоп. Напряжение исчезло. Многие используют для данных целей вот такие реле. Вот также есть реле сразу на 8 цепей. Но, в принципе, если с цифровых пинов у нас уже есть какое-то напряжение, то, в принципе, можно попробовать запустить эти ракеты и без каких-то внешних реле, а просто подать напряжение на запал сразу с цифрового пина. Вот так будет подключаться запал. Теперь прикручу контроллер к держателю для труб. Он помещается и по центру, но для начала я хочу прикрепить его сверху, чтобы был более легкий доступ для тестирования.
Подключил микроконтроллер к установке. Осталось вставить запал. Вставляем запал. И запал подключается вот этим двум проводам. Ракета уже внутри. Также настроил Bluetooth кнопку. Bluetooth кнопку можно использовать как курок, ну либо запускать удаленно. Ну на сегодня это все. Запускать я буду уже в другой день. Так что кому интересно видео с запуском, подписывайтесь на канал. Всем большое спасибо, всем пока.